Привет, друзья! Вы на канале Оля про Германию, и у нас начинается серия интересных видео с интервью с иммигрантами. И первое видео из серии будет сегодня с человеком с очень интересной историей эмиграции. Он из Пакистана, но 20 лет прожил в Италии и буквально несколько месяцев назад переехал в Германию. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Поехали! Надя, у тебя очень интересная история миграции. Ты переехал из Пакистана сначала в Италию, а теперь уже несколько месяцев живешь здесь, в Германии. Расскажи, почему ты выбрал именно Италию для переезда? Я просто хотел переехать в Европу. Италию выбрал, так как там жили мои знакомые. Я прожил в этой стране целых 20 лет. А вообще, когда ты переезжаешь из одной страны в другую, первое время ты, конечно, испытываешь сложности, но ты не должен чувствовать себя подавленным из-за этого. Ты просто должен настроиться на то, чтобы усиленно работать, особенно первые 1-2 года, для того, чтобы устроиться там. Все зависит от тебя. Мне нравилось жить в Италии, это хорошая страна и отличный опыт. Но сейчас, по личным причинам, я уже несколько месяцев назад как переехал в Германию. Но почему же ты все-таки решил переехать из Пакистана? Из-за больших возможностей заработать или по каким-то другим причинам? Я очень люблю свою страну, но переехал в первую очередь из-за политических проблем. В Пакистане в те времена было очень сложно найти работу. Я переехал, как и многие другие. Хотел попробовать. В конце концов, если не получится, возможность вернуться никто не отменял. Для того, чтобы переехать, тебе нужно было сначала найти работу в Италии, правильно? Или ты переехал на каких-то других основаниях? Да, иммиграционная политика Италии позволяет переехать на основании работы. Для этого нужна рабочая виза. Далее вы получаете ВНЖ Италии сроком на 2 года. На мой взгляд, это лучший путь для миграции в эту страну. Также можно переехать на основании учебы и остаться, сменив студенческую визу на рабочую. Но твой путь в Италию лежал именно через рабочую визу, верно? Да, верно. Я отправлял резюме в итальянские компании онлайн. Когда нашел работу, получил разрешение, заключил договор, затем подался на визу, переехал и в конце концов легализовался в стране. Ты провел в Италии целых 20 лет. Почему ты все-таки снова решил переехать? По личным причинам. Я хотел попробовать пожить и в других странах Европы тоже. Германия, на мой взгляд, хорошая страна для жизни именно на длительный период. У меня сейчас уже есть итальянское гражданство, и с ним я могу выбрать любую страну ЕС для жизни без лишних проблем с документами. Чтобы получить гражданство Италии, нужно прожить там от 10 до 15 лет. Что ж, сейчас я в Германии, но я также могу переехать и в другую страну Европы. Если говорить о зарплате, какая разница в зарплате между Пакистаном, Италией и Германией? Я живу в Германии всего несколько месяцев, пока не успел почувствовать особую разницу. Здесь многое зависит от твоего статуса. Женат ли ты, есть ли у тебя дети. Тогда ты будешь платить меньше налогов. Если же ты одинок, я не думаю, что есть какая-то разница. Но разница в ценах, конечно, чувствуется. В Германии они намного выше, чем в Италии, например. Да, особенно в Дюссельдорфе. Это один из самых дорогих городов Германии.
Дюссельдорф действительно очень дорогой. Was it difficult to move, Сложно ли to было another переезжать в country for другую you? страну? What's most- Что было most самым сложным для difficult тебя? was for you? Самое сложное — это легализация в любой стране. Нужно собрать огромное количество документов для того, чтобы жить и работать там на законных основаниях. Я столкнулся с этим в Италии. Сейчас же переезд в Германию дался мне намного проще, так как у меня уже есть европейское гражданство. Легализация — это долгий процесс, а ковид сделал его еще более долгим. Yes. And also, I think you had, Я думаю, like, как и all все иммигранты, ты immigrants, также столкнулся с некоторыми языковыми difficultness with your проблемами. language, right? And, you know Ты начал Italian учить perfect, итальянский right? до And, переезда you start или уже на learning месте? it in your country or in Italy already? Официальным языком Пакистана является английский. Все говорят по-английски. Даже в школах преподают на английском. В Италии же все совсем по-другому. Мне пришлось учить итальянский. Я посещал школу итальянского, чтобы научиться говорить, читать и писать. На это ушло несколько месяцев. How much time you Сколько spent конкретно to времени learn тебе Italy понадобилось для to того, can чтобы начать communicate with говорить на people there? итальянском? Итальянский несложный язык для изучения, если ты знаешь английский. Некоторые слова похожи, привыкнуть к произношению тоже легко. Немецкий же действительно сложный в плане произношения. И вообще, немецкий сложный язык. More Да, difficult, согласна, right? сложный. Yes, and it's Скажи, а possible это to возможно find a найти job in работу в Italy, Италии без without знания языка, language, только only с with английским? English, for example? Это сложно, так же, как и в Германии, так же, как и во многих других странах. Английский не помогает в данной ситуации. Когда я не говорил по-итальянски, у меня были сложности с поиском работы. Но благодаря своему трудолюбию и пунктуальности я сделал это. Эти же качества помогают мне и здесь, в Германии, а также концентрация на работе. Это может немного компенсировать твое незнание языка. And I know you had, some problems, Я знаю, with, что у тебя были некоторые finding сложности с some, поиском жилья в apartments Германии without, из-за того, что у тебя like, пока нет постоянного рабочего normal job, контракта. without, contract, right? Да, это правда. Когда ты переезжаешь, твоя первая задача всегда — это поиск жилья. Конечно, если у тебя есть семья или друзья в новой стране, ты можешь остановиться у них на первое время. Я же столкнулся с проблемой поиска жилья, и это длилось несколько месяцев. Но на днях я наконец-то переехал в свою новую квартиру, и я очень счастлив. Поздравляю! Спасибо, спасибо большое. So, are you planning to stay Ты in планируешь Germany остаться for в Германии whole your навсегда? life, Или or хочешь you переехать want to куда-то move еще? somewhere else, Может or быть, maybe вернуться в back in your Пакистан? country Расскажи or немного о своих something? What планах. are you planning for your future? Я достигатор по жизни и не сдаюсь так легко. Я думаю, что останусь здесь. Буду делать все возможное для того, чтобы остаться в Германии. Are you Ты missing скучаешь Italy? по Do you Италии? want to come Не back думал there? вернуться туда? Да, но если только в качестве гостя. Конечно, я скучаю. Я провел много времени в этой стране. Италия многое мне дала. Гражданство, работу, все. Она стала мне родной за это время. Я люблю ее так же, как Пакистан. Это мой второй дом. But you already have there in У Italy тебя some остались там friends, друзья a lot в of Италии? friends, some colleagues there, right? Конечно, это очевидно, когда ты так долго живешь и работаешь в одном месте. У тебя появляется много знакомых. Я бы не сказал, что друзей, но я скучаю по ним, скучаю по коллегам.
Когда я переехал в Германию, я устроился на работу в косметическую компанию Lush. Это действительно хорошая компания в плане атмосферы. Хорошие и общительные люди работают там. Я чувствую, будто работаю там уже намного дольше, чем пару месяцев. Как считаешь, это легко найти друзей в новой стране? Как ты вообще заводишь дружбу? Только на работе с коллегами или, может быть, знакомишься где-то еще? Заводить друзей для меня нелегкая задача. Я скромный. Да и не так много времени остается на дружбу, когда ты работаешь. Только выходные. Поэтому главное место для поиска друзей для меня — это работа. Возможно, когда я выучу немецкий, получится найти друзей где-нибудь кроме работы. Хорошо, давай немного поговорим о немцах. Был ли у тебя негативный опыт общения с местными? Как они вообще реагируют на то, что ты иностранец? Когда я жил в Италии, я провел много времени в различных организациях, получая документы для легализации. И я могу сказать, что итальянцы более общительны и ориентированы на то, чтобы помочь, по сравнению с немцами. Даже когда ты не говоришь на их языке, а они плохо говорят по-английски, они не хотят, чтобы ты чувствовал себя неловко. Когда же я переехал в Германию и не знал, что делать и куда идти, моим главным помощником были Google карты. Потому что немцы не идут на контакт со всем. Они отправляют тебя из одного места в другое, и ты просто теряешься. Никто не готов тебе здесь помогать. Ты не знаешь язык, у тебя нет знакомых. В офисах для иммигрантов нет переводчиков, как в Италии, например. То есть специальные организации для иностранцев, которые помогают с документами. В Германии такого нет. Это было немного, даже не немного, а намного, я бы сказал, сложнее для меня решить здесь вопросы с документами, нежели в Италии. Получается, итальянцы намного более дружелюбны, чем немцы? Да, можно и так сказать. Может быть, когда я выучу немецкий, что-нибудь изменится. А как насчет пакистанцев? Ты встречал их здесь или в Италии, например? Да, у меня много друзей из Пакистана в Италии. Они тоже всегда готовы помочь. Все пакистанцы могут подтвердить это. Классно, что твои земляки так дружелюбны. У нас, у русских, немного иначе. Когда ты встречаешь здесь русского, может быть два варианта развития событий. Некоторые русские реагируют на то, что ты русский, позитивно. Но встречаются и такие, кто ненавидит русских, хотя сам один из них. Пакистанцы, как я поняла, все позитивно реагируют на соотечественников. Да, когда я встречаю земляков на улице, в трамвае, везде, они всегда готовы максимально помочь. Они сами все через это проходили и знают, как сложно устроиться в другой стране. В продолжение нашего разговора о людях, можешь ли ты сказать, что есть какая-то разница в менталитете? Я имею в виду пакистанцев, итальянцев и немцев. О немцах мне сложно сейчас судить. У меня пока что нет знакомых немцев. Поэтому не могу пока сказать о разнице. Возможно, через какое-то время у меня сложится какая-то точка зрения на этот счет.
Но итальянцы действительно хорошие люди. Это касается и коллег, и соседей. Когда ты просишь помощи, они никогда не отказывают. То есть ты считаешь, что нет разницы в менталитете? Нет, не думаю. Ты знаешь, о немцах есть некоторый стереотип, типа того, что они очень законопослушные, всегда следуют правилам, всегда точные, пунктуальные. Я думаю, это правда. Это явная разница между немцами и русскими, например. Русские совсем другие. Да, всегда есть разница в людях из разных стран. Зависит от страны, конечно. Особенно разница чувствуется между европейцами и азиатами. Это даже не вопрос религии, это вопрос культуры. Но люди, которых я встретил сейчас в компании, в которой работаю в Германии, они все классные. Большинство из них иностранцы, выходцы из разных стран. А если говорить о разнице между странами, что больше всего бросается в глаза? Конечно, можно сказать, что страны Европы более развиты, чем азиатские страны, например. И это, наверное, главное отличие. Кроме того, в Европе все равны. В Пакистане же многие годы женщинам было запрещено работать. В последние 6-7 лет многое изменилось, конечно. Сейчас женщины могут гулять, водить машину, мотоцикл, работать, помогать мужчине по дому. До этого в Индии и Пакистане женщина исполняла роль домохозяйки. И заключительный вопрос. Какой совет ты бы дал людям, которые хотят переехать в другую страну и делают это впервые? Ну, во-первых, привести в порядок документы. Без этого невозможно переехать. Это касается Германии, Италии и любой другой страны. Без законных оснований переехать не получится. Во-вторых, ты должен подготовиться к переезду. Я имею в виду изучить страну, в которую хочешь переезжать. Куда лучше податься, на каких основаниях. И, конечно, учить язык. Если нет возможности идти на языковые курсы, можно учить самостоятельно с помощью интернета. Это бесплатно. Знание языка очень помогает. Если же язык не знать, нужно быть готовым к сложностям. Поиск работы, легализация и другие, которые встретятся на твоем пути. Что ж, Нади, большое спасибо за интервью, за ответы на вопросы. Думаю, многим была интересна твоя история. Желаю тебе удачи в Германии. Ну что, друзья, я надеюсь, вам понравилось это видео, надеюсь, было много полезного и интересного для вас. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с друзьями и пишите в комментариях свои вопросы для будущих интервью с иммигрантами. Пишите все, что вам интересно, что бы вам хотелось узнать у иммигрантов, из каких стран вы хотели бы, чтобы я взяла интервью в первую очередь. И увидимся в следующих выпусках. Всем пока!